Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня будет необычное видео для моей страницы, а именно обзор 4К Blu-ray плеера под названием JACK G5300. Перед тем, как рассказать о нем, я хочу показать свой текущий, который был до этого 4К Blu-ray плеер, а именно плеер Sony X700, точнее Sony UBP X700. Покупал данный аппарат летом 2021 года. Аппарат хороший, воспроизводит все, что есть, основные форматы изданий, основные форматы дисков. Такие вот здесь у нас разъемы, питание, сеть, два разъема HDMI, коаксиальный кабель, такие вот разъемы. И спереди, помимо дисковода, также у нас есть USB. Хороший аппарат, но решил себе также приобрести еще один аппарат JACK G5300, о котором и пойдет речь в сегодняшнем видео. Вот данный аппарат, данный Blu-ray плеер JACK G5300. Здесь у нас разъемов немножко побольше. Сзади видим сеть гигабитную, два аудиоразъема, один видео-аудио, а другой только для подключения аудио. Далее USB 3.0 разъем с более высоким амперажем. И два цифровых разъема, коаксиальный и оптический. Спереди мы видим дисковод, экранчик небольшой, который отображает информацию служебную, USB 2.0 разъем и три кнопки. Это у нас кнопка питания, кнопка воспроизведения паузы и кнопка для того, чтобы вставить или обратно диск вытащить. Такой вот аппарат JACK G5300. Шел данный аппарат в такой вот большой коробке. Такой вот большой коробке. Вместе с ним также, конечно же, шел пульт. Здесь у нас написано на клавишах по-китайски, но также нанесено рядом их обозначение на английском языке. Поэтому пульт достаточно несложно понять, что за что отвечает. Также шел от производителя фирменный кабель HDMI, поэтому HDMI дополнительно подключать не надо. А также документация, небольшая инструкция на китайском и английском языках. На китайском и здесь у нас на английском. Значение клавиш, подключение. Такая вот небольшая инструкция. К пульту батарейка в комплекте не идет, поэтому те, кто хотят приобрести данный аппарат, должны заранее думать о батарейках. Такой вот аппарат.
И в сегодняшнем видео я хочу показать вам функции, ради которых он покупался. Это такие функции, как воспроизведение дисков других регионов. То есть у меня есть несколько дисков региона B, которые я смогу воспроизвести с данного аппарата. А также данный аппарат позволяет смотреть диски с внешними субтитрами, которые записаны на флешку. То есть предварительно записываем на флешку файл и подключаем до того, как ставим диск в дисковод, вставляем флешку и можем смотреть диски без русского языка с субтитрами, с русскими, которые будут с флешки. Такие вот две, в первую очередь, функции, ради которых приобретался данный аппарат. На этом данная часть видео все, поэтому переходим к следующей части видео, в котором я покажу уже на телевизоре, как работают функции данного аппарата, как он показывает. Переходим к следующей части. Вторая часть данного видео, в котором я покажу вам интерфейс данного плеера, а также дополнительные функции, прежде всего, ради которых и приобретался данный аппарат, кроме того, чтобы он запускал все основные форматы потребительских дисков. Покажу вам, как запускаются фильмы на данном аппарате и диски на данном аппарате с помощью 4 изданий. Первая это у нас Дюна, часть 2 в формате 4К. Я себе покажу, как запускается 4К на данном аппарате, на данном плеере, а также как запускаются внешние субтитры у данного плеера. Далее. Фильм «Быстрее пули». На примере данного издания покажу, как работает мультизональность на данном аппарате. На примере Blu-ray диска из данного издания, который идет с русским языком, но идет залученным на регион B. И далее просто покажу на примере Beetlejuice, как здесь запускается DVD. А также на примере такого вот издания Tarantino Connection, как запускаются CD-диски, компакт-диски на данном аппарате. Для того, чтобы показать субтитры, предварительно записал на флешку в корень диска, на такую вот флешку, нужный файл субтитров. Начинаю. И первый это у нас... Чтобы выполнить голосовой поиск, удерживайте кнопку. Первый это у нас 4К диск. Дюна, часть 2. Дюна, часть 2. Предварительно вставляем флешку. Перед тем, как запустить диск, который мы хотим посмотреть со внешними субтитрами. И потом только вставляем сам диск. Видим запуск 4К Blu-ray диска. Данный диск я уже запускал, поэтому здесь уже осталась возможность запустить на том месте, где остановил данное издание. Нажимаем «Восстановить».
usually venture this. Чтобы запустить внешние субтитры, нажимаем кнопку Subtitles You think too much of yourself. и выбираем нужный Yes, sir. файл субтитров, который мы предварительно записали на Us. Don't forget. USB флешку. Выбираем Duna 2 Rus. Taking you somewhere they will never find us. Для настройки субтитров зажимаем клавишу Subtitles и удерживаем. It's full of chemicals. Видим, как выглядят субтитры. For cooling. Можем изменять их размер. Don't let it out. Okay? Видим другой размер. Don't let that out. Don't let it out. Видим другой цвет. Okay. Are you sure? Также можем изменять и положение. You fought well. Это если мы хотим, чтобы субтитры были вне основного экрана, то есть в области черных полос. У режима внешних субтитров есть два ограничения. Это, во-первых, субтитры какие-нибудь еще должны быть на диске. И, во-вторых, эти субтитры должны иметь возможность скрываться. То есть, если этого нет, то тогда субтитры не будут работать внешние. Такой вот режим, который позволяет смотреть иностранные диски без русского языка, смотреть их с внешними субтитрами. Здесь мы видим, как работают 4К на данном аппарате. Запускает хорошо. Вытаскиваем. Далее смотрим быстрее пули. Обычный Blu-ray, который залочен на регион B. Сначала попробуем его запустить просто так. Закрываем. Запуск. И мы видим, что аппарат говорит, что не подходит регион. Что же нужно сделать? Здесь, чтобы была возможность запустить данный диск, вытаскиваем его сначала. И идем в меню настроек. Далее спускаемся до меню Playback, воспроизведение. И здесь мы видим пункт код региона. Выбираем старт. Спускаемся. И в поле код региона Blu-ray выбираем нужный. То есть с помощью цифровой клавиши нажимаем 1, 2 или 4. Быстрее пули это у нас второй регион. Поэтому нажимаем 2. Нажимаем ОК. Выходим. Снова заходим, и у нас уже стоит регион B. Выходим, и теперь можем снова запустить данный диск быстрее пули, заложенный на регион B, который до этого у нас не запускался и требовал аппарат нужного региона. А теперь смотрим, как он теперь запускает. Видим уже, что уже по-другому запускается данный диск. Уже показывается меню. Заставка Sony Pictures. Сейчас покажется меню.
И вот появилось меню. Дополнительные материалы. Запускаем. Пропустим заставку. И посмотрим немножко фильма. Слышь, паренек, проходи. Видел? Может, ему двинуть? Данный фильм идет с русским языком, поэтому теперь два диска, которые идут в данном издании, смогу эти два диска смотреть, Увидел добычу, украл. если надо будет. Печенье в виде рыбы? Какого? А, мне этого не понять. Значит, мелкая кража. Такое вот кино Мелочи можно украсть. тоже показывает достаточно хорошо фильмы в обычном Blu-ray. Верно. По нашим данным, владельцы едут в эконом-классе. Это я показал вам функцию мультизонности, как она работает у данного аппарата. Духовный путь. Что нужно делать, чтобы переключиться на другой регион, чтобы запустить диск другого региона. Нет, это чек. И поэтому немного покажу, как работают DVD-диски и CD данного аппарата, данного Blu-ray плеера. DVD на примере фильма «Битлджус». Вставляем диск. Запускается быстро DVD. Видим заставку Warner Brothers, Warner Home Video. И видим меню данного диска, выбор эпизодов, главное меню, все работает. И начало просмотра. Вот это старичок. О. Да. DVD-диски тоже нормально запускаются, и у DVD-дисков мультизональность идет по умолчанию, ее не надо ее никак не надо настраивать, поэтому аппарат принимает DVD-диски любых регионов. Подарок к выпуску. И, наконец, хочу показать, как данный аппарат запускает CD, компакт-диски на примере издания Tarantino Connections с музыкой из фильмов Тарантино, из ранних фильмов Тарантино. Do when I'm starting is I'm not forget starting when I'm thinking about writing, when I have like an idea for a thing, is what I'll do is I'll go through my record collection. Здесь мы видим интервью Квентина Тарантино Like basically, I guess in some way, find the personality, и немножко find the spirit of the movie. так вот работают компакт-диски на данном аппарате, тоже все нормально запускает.
данный Blu-ray плеер GX G5300. И, наконец, покажу мультимедийные функции при запуске с флешки. Здесь покажу на примере фильма. Видим, здесь у нас наша флешка, на которой был файл субтитров, который использовал для этого. Но на данной флешке также у меня есть и видео. И посмотрим на демо-видео, как запускает данный аппарат видео. Это у нас Dolby Atmos вертолет. И посмотрим еще Dolby Atmos. You won't just hear glass break. You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear as a cloud of debris blooms and shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold, scattering chaos to the four corners of the room. Так вот работает видео с флешки. Он понимает много разных форматов. Все не проверял, но аппарат знает достаточно много. Понимает много разных форматов Blu-ray, аудио и видео. Кроме того, данный аппарат может запускать DVD, Blu-ray и некоторые другие форматы дисков в виде ISO файлов. Но данной функцией я не пользовался. А так в целом аппарат данный работает нормально. И на этом я завершаю данное видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.